Всем привет! Сегодня снова будем обсуждать Беларусь. Скоро там выборы президента. Два из трех основных конкурентов Лукашенко арестованы. Большинство топовых блогеров арестованы или уехали из страны. Но люди продолжают протестовать. На фоне этих новостей с 18 по 21 июня по всей Беларуси прокатилась волна уличных акций протеста. Она прошла в Минске, Витебске, Гродно, Могилеве, Лидии, Бобруйске и других городах. Выпускай! И здесь кто-то может меня спросить, почему вообще сейчас столько внимания я приковываю к Беларуси, зачем это нам, у меня большинство моих зрителей, они из России, почему это вообще интересно? Ну, казалось бы, что может произойти в Беларуси интересного, да, там десятки лет все одно и то же, это, кажется, такая вот, ну, просто очень-очень скучная с политической точки зрения страна. И здесь я с вами не соглашусь. Во-первых, то, что сейчас в Беларуси происходит, это беспрецедентно, потому что такого уровня протестных настроений там действительно не было очень давно. Во-вторых, в России принято считать, что белорусы, они ни на что не способны, что они слишком спокойные, покорные, там, не знаю, если украинцы, они такие бунтари, на Кавказе им так понятно, ну, а Беларусь это такая просто вот заповедник спокойствия, что люди там безвольные, и они вообще ничего не могут сделать, и там никогда ничего интересного произойдет. Беларусь. Страна для жизни. И это тоже не так, потому что дальше вы сегодня увидите, что несмотря на реальные угрозы для личной безопасности, люди открыто выступают против Лукашенко, в том числе выступают и те, кому есть что терять. И даже несмотря на весь беспредел, который там происходит, у них сейчас будут выборы. И эти выборы сегодня кажутся более конкурентными, чем выборы президента, которые были в России. То есть, несмотря ни на что, несмотря там на аресты, несмотря на весь беспредел и так далее, но к выборам там, похоже, допускают оппозиционных кандидатов. Мы сейчас с вами дальше это посмотрим. И в этом плане Беларусь интересна нам уже в роли сына маминой подруги, у которого может получиться. В общем, сегодня, друзья, мы с вами попробуем разобраться, чем закончились протесты, как на них отреагировали власти, почему их оказалось недостаточно для того, чтобы повлиять на обстановку в стране, и самое главное, что сейчас чувствуют люди, что сейчас чувствуют простые белорусы, есть ли какая-то надежда на перемены, как они относятся ко всему этому беспределу и что будет дальше. Поехали! Итак, начнем с акций протеста. В Беларуси особая атмосфера, да, там очень редко бывают какие-то прямо массовые такие митинги, еще реже там бывают какие-то столкновения с полицией, то есть это не Европа, это не США, картинка совершенно другая, и даже не Россия, да, потому что в России какие-то массовые, в том числе и несогласованные митинги, они бывают довольно часто. В Беларуси в этом плане люди действуют осторожнее, потому что местная полиция, она гораздо жестче работает, там больше беспредела, и люди действительно запуганы, ищут какие-то мирные способы выражения своего недовольства. Например, во время сбора подписей была изобретена такая свой формат протестных акций, когда люди просто выстраивались в очереди, выстраивались такие вот цепочки. И формат оказался очень таким интересным, эффектным, да, потому что длинная очередь, которая иногда может тянуться на несколько километров, она привлекает даже при небольшом количестве людей, она привлекает больше внимания, чем, например, если бы эти люди, они собрались просто какой-нибудь одной толпой, да, и это оказалось таким очень эффектным и в то же время мирным способом выразить свое недовольство, свои протестные настроения. Я, кстати, часто вижу в комментариях, некоторые люди пишут, ну это все ерунда, к чему нужны мирные акции протеста, мирными акциями ничего не добьешься, ну как можно, да, когда у Лукашенко силовики, там армия, как вот что вот эти вот какие-то похлопали в ладоши, постояли в этих очередях, нужны вот нормально, нужны там покрышки, нужно вот биться. На самом деле нет, и если мы посмотрим на протесты с научной точки зрения, то мы увидим, что мирные протесты, они эффективнее протестов таких агрессивных, они эффективнее каких-то прямо прямых столкновений, потому что мирные протесты могут быть более массовыми. Не все готовы выходить там биться с полицией, не все готовы рисковать своей свободой, своей там безопасностью, поэтому, когда организовываются какие-то мирные протесты, и люди чувствуют, что там безопасно высказать свое мнение, они гораздо более массовые, и в итоге это эффективнее. Если кому-то интересно, могу сделать отдельный ролик вообще по поводу, какие протесты эффективны, какие неэффективны, что об этом говорят исследования, что об этом говорит наука. В Беларуси пока протесты мирные, и они не очень многочисленные. Их нельзя сравнивать, например, с тем, что было в Москве даже летом 2019 года, когда тысячи людей выходили в центры, когда перекрывали улицы, когда были уже на грани столкновений с полицией. За все время протестов, чтобы вы просто понимали масштабы, белорусская милиция задержала около 360 человек,
человек, из них 260 задержаний произошло в Минске. Да, в Москве тогда у нас задерживали больше 1000 за один день. Ну и что роднит Беларусь и Россию, задерживали совершенно случайных людей. Ветра забрали с Олеськой. Послушайте, у него камера есть или нет? Он фотограф, может быть. Да, у него камера. Ребенка. Это, опять же, плюсы мирного протеста, да, потому что когда у вас протест не мирный, то есть когда у вас люди начинают прямые столкновения с полицией, власти очень легко объяснить применение силы. Ну, то есть, говорит, вот демонстранты, они, не знаю, жгут машины, они нападают на полицейских, значит, мы их арестовываем, мы их кидаем в тюрьму, все понятно, да, то есть у государства есть монополия на насилие, и она может объяснить людям, она может объяснить какой-то большой массе своим избирателям и так далее, она может объяснить, почему идут репрессии, да, почему применяется насилие по отношению к демонстрантам. Когда у вас люди выходят на протест мирно, когда никто не крушит магазины, не поджигает машины, никто не кидает там камни и бутылки в полицейских, очень сложно объяснить, почему вы хватаете людей на улице. И каждое задержание на мирных акциях воспринимается как беспредел, оно возмущает людей. И власть, она начинает ошибаться. То есть это такая ловушка для власти. Когда у вас люди просто мирно встали в очередь, и приходят менты и начинают хватать там просто случайных людей, то каждое такое задержание, оно вызывает негодование, оно вызывает возмущение. Потому что хватать случайных людей. В Беларуси там задержали какого-то хирурга, задержали просто там парня, который встретился со своим другом, задержали там несколько инвалидов, которые вообще просто мимо проходили. И вот каждый этот случай случайного беспредела, каждый случай несправедливости, он вызывает живые эмоции, он вызывает негодование у людей. И это очень эффективно, то есть это сильно ударяет по власти. Они видят, что это беспредел, нельзя задерживать мирных людей. И это такая ловушка для власти, да, потому что непонятно, что делать с мирными протестами. Вот с немирными все понятно. Их можно разгонять водометами, там, дубинками и так далее. А что делать с мирными протестами? И здесь в Беларуси опять люди очень креативные, они изобрели такую фишку. После того, как начали задерживать случайных людей на мирных акциях протеста, люди начали звонить, устроить такой флешмоб. Они начали звонить в отделение милиции и просить дать им инструкцию, как избежать задержаний. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопросик. Вот мне завтра нужно на работу. И какие правила не стоит нарушать, чтобы тоже не оказаться в автозаке? Понял, что вы хотите? Нарушать правила общественного порядка. Все. Я не знаю, кто там кого задерживал. Я не могу комментировать данные вопросы. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Мне завтра на собеседование надо ехать. Как мне доехать до точки, чтобы меня никто не задержал в автозаке? Не работайте. А налоги Вы кто расскажете платит? несуществующие вещи в нашей стране. Как не Тем более в столице Республики Беларусь такого нет. И никого еще на улице в автозак что? просто так не... Да. Она независима. Не хотите, значит, попасть в автозак, сидите дома. Сначала милиционеры отнекивались и говорили, что на улицах просто так людей никто не пакует, но потом одна женщина все-таки дала совет, что не нужно появляться на площадях, нужно ходить по маленьким улицам и передвигаться в общественном транспорте. Ну и здесь опять же, да, сработала эта ловушка вот этих мирных протестов, когда милиция в итоге в центре Минска задержала одного из звонивших, это был Иван Прус. Его увезли в изолятор, потом провели суд по делу о мелком хулиганстве. Как думаете, ребят, за что могли судить и за что могли осудить человека, который просто позвонил в милицию? Его обвинили в том, что своим 3-минутным звонком он отвлек милицию от работы, чем проявил свое явное неуважение к обществу. Да. Иван признал себя виновным, но его всего приговорили к штрафу в размере около 16 тысяч российских рублей. Менты, которые хватают на улице совершенно мирных людей, которые ничего не делают противозаконного, не проявляют неуважения к обществу. А человек, который решил позвонить и спросить, а что мне сделать, чтобы мне по беспределу по голове дубинкой не дали, он, оказывается, своим звонком, сволочь такая, проявил неуважение к обществу. Чтобы разобраться, что сейчас происходит в Беларуси, я отправил, сам я, к сожалению, не могу приехать, вы понимаете, границы закрыты, приходится отправлять корреспондента. Я отправил в Брест корреспондента, чтобы поговорить с людьми. И здесь интересный момент. Люди очень боятся говорить на улице, они боятся журналистов. Из 60 человек комментарии согласилось дать только 15, но многие, опять же, на середине уже пугались, поняв, что будут за вопросы. И, действительно, людей запугали, и люди боятся. Это тяжело всегда, особенно в ситуации в Минске, когда смотришь. У нас еще более-менее, я только что приехала с Гродно.
Вот. В Гродно более спокойно, в Бресте даже людей больше. Знаю про ситуацию в Бресте, в Минске. Знакомые с Минска много чего рассказывают. Вот. Страшно за знакомых, за родных, которые там находятся. Конечно, должны быть какие-то перемены, это ненормально, это понимают все. В связи с последними событиями, да. Я не знаю, как защитить свою жизнь в этих, если нет никого, не соблюдается закон. Что дальше? Перемены будут дальше. В любом случае. Позитивные и негативные перемены должны быть, и они будут. К сожалению, хочется этих перемен, вряд ли. Это не демократическое государство, как оно записано в Конституции. Конечно же, это не социально направленное государство, оно тем более не демократическое. Все, что происходит, конечно же, это не то, куда мы должны двигаться. Хотя бы в прибалтийские страны, хотя бы Литва, Латвия, либо Эстония. К сожалению, но это так. В ближайшие 5 лет все равно ничего не поменяется. Боитесь ли вы за себя перемещаться свободно по городу? Вы знаете, нет. А я бы не сказала так. Не хочу, чтобы он оставался. Я не была на этих всех событиях, которые происходили здесь недавно. Но я думаю, что если бы была, то пришла бы обязательно. Кто-то говорит, что все так и останется. Кто-то, как я, верит в лучшее. Любое насильственное задержание на любой мирной акции, либо при выражении любого мнения, мне кажется, это неправильно, как минимум. Все сложно. Все верим, что будет все хорошо. Но неизвестно, как оно будет, непонятно. Наблюдаю всю эту ситуацию сейчас, непонятно. Мы делаем большой шаг в плане того, что люди наконец-то начинают высказывать свое мнение, не боятся. И это хорошо. Я надеюсь, что изменения будут связаны с тем, что, возможно, кто-то прислушается к этому голосу народа и даже может сейчас проследить за счет того, что другие государства активно подключаются и болеют за белорусов и какое-то такое единство. То есть уже что-то меняется в лучшую сторону. То есть уже есть. У нас должно быть какое-то право голоса. Мы должны, не знаю, не мы, а скорее, может, кто-то повыше должен уметь прислушиваться к людям и к тому, что люди хотят сказать то, что хотят донести. Потому что государство — это не только правительство, это все, это весь народ, который, собственно, и делает этот контент на Ютубе, и в газетах, и, собственно, на улицах. Я очень надеюсь на то, что будут изменения, но я 50 на 50. Сомнения все-таки есть. А теперь, друзья, перейдем к арестам. Начни свой день с арестов и беспредела. Добро пожаловать, я хотел сказать, в Россию. Как вы знаете, было 3 основных конкурента у Лукашенко. Это Бабарика, это который банкир, это Цыпкало, мы про него поговорим там чуть позже, это местный там чиновник, такой самый прогрессивный, и это Тихановский, который, его называют местным Навальным. Это просто, чтобы вам было понятно. Это были 3 главных конкурента Лукашенко, это были люди с высоким рейтингом, и это были люди, которых можно сказать, что это действительно настоящие кандидаты. То есть это не спойлеры, это не договорники, а это целых 3 настоящих кандидата, которые могли бы составить конкуренцию Лукашенко. 2 из них арестовали. Это Бабарика и Тихановский. Тихановского арестовали, ему не дали собирать подпись, сейчас формально идет его жена. И по поводу ареста самого Тихановского на неделе высказал сам Лукашенко. Да, я им дал сигнал с Тихановским. Я что-то не так делал. Я переживал за свою страну, за которую я пока еще отвечаю. И буду отвечать всегда. И здесь опять же, такой чтобы понять, что это другая страна и другой просто другие грани и беспредела. Если в России, когда происходят какие-то дела, которые совершенно явно политически мотивированы, у нас Путин и Кремль, он всегда пытается сохранять белизну своего костюма. То есть, что бы ни происходило, там выходит Путин, говорит: ребята, у нас есть суд разберется, почему вы меня спрашиваете, я вообще не в курсе, у меня лапки, я не знаю, у нас суд, у нас там следствие, у нас все независимые, все профессионалы, никакого вообще политического преследования, что это никогда в жизни. То есть Путин, Кремль, они стараются сохранять такое лицо, при какая бы херовая игра у них там ни была, но они делают всегда хорошую мину. В Белоруссии своя атмосфера, и Лукашенко, он ничего не стесняется. У него позиция такая: да и чё? Да, беспредел, да, это я, не надо, он все берет на себя. То же самое прошло с делом Тихановского, потому что он прямо заявил, что блогера арестовали по его указанию.
указанию. При том, что арест Тихановского это просто совершеннейшее, там уже ее разобрали много раз, и я в прошлых роликах об этом рассказывал, это совершеннейшая постановка, подстава, и понятно, что это политически мотивированное преследование. Ребята, какая-то провокация, мы ничего не делали. Ребята, ничего не делали, что случилось? То, что Лукашенко так открыто про это говорит, ну это такой, знаешь, просто демонстративный, наглый беспредел. Что касается Бабарика. Как вы помните, Бабарика, он был главой Белгазпромбанка, это отделение Газпрома, то есть это русский банк, который работал в Беларуси, и у него был глава вот Бабарика, который считался главным претендентом на пост президента. У него, когда еще были разрешены опросы, сейчас вся социология в Беларуси запрещена, вот когда она еще была разрешена, у него даже вроде как было рейтинг выше, чем у самого Лукашенко. Собственно, его арестовали, его сына и еще там порядка 20 топ-менеджеров банка, то есть все его окружение положили, на него возбудили там уголовные дела. Его обвинили в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Ну, такая универсальная статья для любого бизнесмена, для любого человека, который как-то соприкасается с деньгами, может обвинить отмывание денег и неуплаты налогов, а там кто там уже будет дальше разбираться. Здесь интересно другое, что недавно по одному из государственных каналов показали сюжет на тему вот ареста Бабарика, и в него были включены кадры оперативной съемки. И следователи на этих кадрах раскладывали на столе изъятые по делу ценные бумаги, памятные монеты и золотые слитки. И что интересно, по разным деталям несколько клиентов Белгазпромбанка предположили, что в сюжете показали ценности из их ячеек. То есть там в банке были ячейки, и в ячейках люди хранили свои ценности, и они увидели их на оперативной съемке. Ну, люди заявили, что, понятно, они не имеют никакого дела к Бабарику, они просто арендовали ячейку в банке и хранили там свои ценности. Они отправились в банк проверить, а что там с их ячейками, не вскрыл ли кто-то ячейки, но их в банк просто не пустили под предлогом того, что там проходят следственные действия. Когда все-таки в банк смогли люди попасть, оказалось, что ячейки вскрыты, некоторые ячейки вскрыты, а их содержимое таинственным образом куда-то пропало. То есть силовики, они не просто арестовали одного из главных конкурентов Лукашенко на выборах, они еще решили под шумок и содержимое ячеек клиентов банка, которые вообще не имели никакого отношения к этому делу. Ну а чего там? Кому война, а кому мать родна? Почему не то, что плохо лежит? Как вы помните, Белгазпромбанк — это дочерний банк Газпром, он фактически принадлежит России. И когда Лукашенко назначил в его правление своих людей, то все гадали, как же отреагируют российские власти. Да, вообще во всей этой истории остаются там два больших вопроса. Да? Это реакция Европы, там, Америки, ну, условно, Запада, да? И реакция России, да? Потому что у нас Беларусь, она такая находится на границе влияния от двух таких сильных центров. Никто пока никак не реагирует. Лукашенко был в России. В столицу Родины приехали. Я напомню, что он, например, с Путиным открывал мемориал под Ржевом, он прилетал в Москву, он был на параде, то есть он неоднократно прилетал в Москву, он демонстративно общался с Путиным, все его приняли, никаких намеков на какие-то охлаждения, что там Лукашенко попал в какую-то опалу, что с ним перестали общаться, еще что-то. Нету, и, как сказал Лукашенко, что он был в России, там все поняли, почему он решил прихлопнуть Газпромовский банк. Когда мы этот Газпромовский банк прихлопнули, они все поняли. И это интересный момент. Я думаю, что в России, конечно, не поняли, почему он решил прихлопнуть Газпромский банк. Ну, точнее, они поняли, но это точно не простят, потому что такое демонстративное унижение России, я думаю, Кремль и Путин, Лукашенко, конечно, не простят. Сейчас он пользуется тем, что России просто невыгодно какое-то изменение у себя на границах, потому что мы представим, да, что если Путин настолько разозлился, что он решит отомстить Лукашенко прямо сейчас и испортить ему выборы, то сейчас кто-то придет новый, с новым там придется как-то договариваться, и сейчас так проблем хватает, чтобы еще там что-то с Беларусью было не то. Для Кремля действительно выгоден слабый Лукашенко, поэтому я думаю, Россия заинтересована, чтобы Лукашенко остался, и Россия обязательно Лукашенко отомстит, его будут ослаблять, его будут душить санкциями. Конечно, в этих играх пострадают простые белорусы, чья жизнь просто ухудшится, никуда от этого не деться. Но здесь, я думаю, нет ничего нового, как говорится в народе, паны дерутся, а у холопов чубы трещат. Но это все будет после выборов, а пока Россия и Газпром делают вид, что ничего страшного. Ну, Лукашенко банк разгромил, ну, бывает. Откроем новый банк. Ну, а теперь, друзья, перейдем к
к магии. А где у нас обычно магия? Магия у нас в Центральной избирательной комиссии. Да, это хорошо знакомо россиянам. Беларусь в этом плане не исключение. Значит, ЦИК Беларуси, я хочу напомнить, что ЦИК там с 96-го года возглавляет верная соратница Лукашенко. И здесь нужно сейчас немножко, наверное, рассказать про белорусские законы, как там отбирают подписи. Сейчас завершился прием подписей кандидатов. Для регистрации нужно было собрать 100 тысяч подписей. И, значит, по белорусским законам подписи сдаются в районные комиссии. И они проверяют, чтобы не было более 15% брака. Если есть более 15% брака, все подписи признаются недействительными. Итак, все гадали, каких кандидатов допустят к выборам, а каких нет. Да, каких зарегистрируют и каких не зарегистрируют. И все были уверены, что от основных конкурентов Цыпкала, Бабарика и Тихановского, за которого сейчас вот Светлана Тихановская идет, их ни в коем случае до выборов не допустят. Но тут начались чудеса. Виктора Бабарика допустили, у него было там рекордно, по-моему, там 400 тысяч подписей, 165 ему оставили, он прошел. Виктора Бабарика зарегистрировали, несмотря на то, что он находится в тюрьме. Супругу Тихановского, Светлану Тихановскую, тоже зарегистрировали, несмотря на то, что ее супруг находится в тюрьме. А Валерия Цыпкала, который единственный из основных конкурентов Лукашенко в тюрьме не находится, его не зарегистрировали. Из 160 тысяч подписей ему оставили только 75, и он не прошел. Но об этом чуть позднее. Так в чем же магия, спросите вы, в чем же колдовство белорусских волшебников, точнее волшебницы? У некоторых кандидатов, ну как обычно, да? Обычно главная интрига, сколько подписей вам срежут. То есть вы приносите 100 подписей, а вам оставляют там 70 или 90. В Беларуси бывает магия. В Беларуси некоторые кандидаты приносят 100 подписей, а у них находят 120 подлинных. Да, и такое бывает. Значит, там есть такой технический кандидат Анна Конопадская, она буквально за день до публикации результатов, она сказала, что я подала 110 тысяч подписей. Значит, на следующий день ЦИК говорит, все 146 тысяч ее подписей действительные. И это очень, очень смешно. То есть, еще раз, она подает 110 тысяч подписей, а ЦИК ей рисует 146 тысяч. И здесь я не могу не вспомнить магию Чурова. То есть, возможно, что старый волшебник Чуров, он как-то перебрался все-таки в Беларусь. Может быть, он захотел поесть заграничные сыры, там, знаменитые белорусские креветки, устрицы, я не знаю. То есть, он как-то там явно оказался, и начала его магия действовать. Ну и там был еще Сергей Черечень, и он тоже столкнулся с магией, потому что его команда подала 106 тысяч подписей, а ЦИК признал достоверными 143. Пресс-секретарь прямо ответил, когда спросили, как такое возможно, он ответил, что это не к нам вопрос. И добавил, когда ЦИК обращал внимание на реакцию участников процесса. Такая вот искренность белорусской политики, что ну, что можно сделать? ЦИК так считает. С другой стороны, наверное, можно предположить, что подписи Цыпкала, они случайно просто распределились по другим кандидатам. В общем, я не знаю, что там произошло, но вот такая магия. И если вот такой демонстративный, то есть вот чем меня вообще искренне удивляет Беларусь, это вот таким демонстративным то есть ничем не прикрытым, да, как делают в России, да, обосрались, начинают обливаться духами, там, прикрываться какими-то листочками, не-не-не, мы не обосрались, точно, не-не, вам кажется, как себя ведут белорусские власти. Да, мы обосрались, да и что, да, вот, смотрите, да, и хотите еще. И вот это демонстративное, да, что вот, да, мы обосрались, да, нам плевать, вот, а мы такие. Это просто, это очень необычно, То есть, когда ЦИК прямо открыто, да, там, сдали 100 тысяч подписей, а нарисовали 140 тысяч. Когда там бракуют, когда там не допускают, когда Лукашенко говорит, да, это я сказал его посадить. Это, конечно, просто какое-то чудо чудное. Если весь этот появляется уже на этапе проверки подписей, можно представить, как дальше пойдет подсчет голосов. Учитывая, что участковые избирательные комиссии, здесь еще один такой нюансик, участковые избирательные комиссии, они тоже формировались особым образом. Только вдумайтесь, друзья, всего 63 тысячи членов избиркомов. Как вы думаете, из 63 тысяч, давайте сейчас, задача просто, попробуйте угадать, сколько представителей оппозиционных партий? Еще раз, 63 тысячи, сколько из них, как вы думаете, оппозиционных? 6.
6, понимаете, да? То есть 6 из 63 тысяч, то есть только 1 из 10 тысяч, 1 из 10 тысяч независимый представитель оппозиционной партии. Это что-то удивительное. Ну и, конечно, в день голосования Лукашенко может делать вообще все, что угодно. Я думаю, здесь будет повторяться жесть прошедших выборах, когда наблюдатели ловили бюджетников, которые вбрасывали целые пачки бюллетеней и так далее. Я думаю, россиянам не надо объяснять. Возможно, будет даже еще хуже в этом году. Ну, посмотрим. Ну и пару слов я хотел бы сказать по поводу последнего конкурента. Да? Лукашенко себя называет последний диктатор Европы. И у последнего диктатора Европы есть уже был последний конкурент. Из 3, еще раз, там, Тихановского и Бабарика посадили. Ну, все удобно. А оставался еще Цыпкало, которого не посадили. Его сняли по подписям. Либо это недоразумение, либо я не знаю, как еще это понимать, потому что никогда в истории такого не было, что рядом, если находились столы, допустим, там где-то нашей и Конопатской, да, то у нее оказались лишние там, значит, подписи, а у нас, значит, половина, то есть у нее в 2 раза больше стало подписей или на сколько-то там, неважно, да, у нас стало в 2 раза меньше. За прошедшую неделю по нему совершили сразу 2 критических удара. Ну, во-первых, ЦИК принял меньше 100 тысяч подписей, это я вам уже сказал, то есть он автоматически уже выбывает из гонки, ну и чтобы он вдруг не стал, может быть, лидером уличных протестов и даже не думал никуда рыпаться, на него опубликовали компромат, слухи о котором ходили с самого начала выборов. Якобы в бытность главой парка высоких технологий, такой белорусский аналог Кремниевой долины, турецкий застройщик построил ему дом в обмен на контракты по постройке, собственно, здания этого самого центра высоких технологий. Я не буду утверждать, правда это или нет, но есть одна важная деталь. Лукашенко, когда обрушился с критикой на Цыпкало, говорил, что пусть расскажет, за что его уволили. Я попросил, чтобы он рассказал, почему его уволили, такого знаменитого. До сих пор не говорит, почему его уволили. Мы ждем. Интересный, опять же, момент. То есть получается, что если мы представим, что эта история правда, да, что это не выдуманный компромат, то они знали с самого начала. То есть Лукашенко спокойно отпустил с должности, получается, коррумпированного чиновника, не трогал его, пока тот не пошел в политику. То есть получается, что любая коррупция в Беларуси разрешена, пока ты лоялен лично президенту. Удивительные, неудивительные вещи происходят в Беларуси. И опять хочется сказать, братский народ, по крайней мере, в политическом смысле уж точно. Ну, сам Цыпкало, конечно, все обвинения отрицает. Ну, это выглядит, конечно, как попытка дискредитации, потому как у меня было обычное хозяйственное отношение. Обычное хозяйственное отношение, в соответствии с которым он должен был мне возвести коробку дома. То есть он не платил за ваш отдых за границей? Да, конечно, нет. Хорошо, Я достаточно зарабатываю сам, но это абсолютный абсурд, понимаете, ну, который вообще даже комментировать. Отдельно хочется рассказать историю про белорусский магазин Symbol Buy, который продает одежду и сувениры с национальной символикой. Когда белорусские издания провели опросы и выяснили, что рейтинг Лукашенко составляет всего 3%. Саша 3%, в магазине появились товары с отсылками на эту тему. В частности, там начали продавать футболки «Психоз», процентик, да, ну, то есть, понятно, выглядит как «Психо» 3%. И здесь надо напомнить, что именно этим словом «психоз» действующий президент описывал пандемию коронавируса. Я коронавирус этот называю не иначе, как психозом, и от этого никогда не откажусь. Ну, то есть получилась такая вот игра слов и игра процентов. Новый принт властям очень не понравился, поэтому милиция наведалась в магазин и изъяла партию из 419 таких футболок. Швейный цех, в котором их изготовили, закрыли, а в самом магазине начались многочисленные проверки. 23 июня основатель Symbol Buy сообщил, что из-за давления властей физический магазин, скорее всего, прекратит работу и все продажи перейдут в онлайн. В тот же день неравнодушные минчане решили наведаться в магазин и купить себе что-нибудь, чтобы выразить свою поддержку. У его дверей образовалась небольшая очередь, практически сразу к магазину подъехал автозак с ОМОНовцами, которые начали винтить людей, стоявших в очередь в магазин. На вопросы, почему их задерживают, силовики не отвечали. Одному парню в ответ даже влепили пощечину.
Тогда задержали 20 человек, и среди них оказался, например, фотокорреспондент Белопана Андрей Шевлюга, студент Александр Кузнецов. Александр Кузнецов, кстати, вместе с друзьями запустил 3D-печать деталей для средств защиты и аппаратов ИВЛ в помощь белорусским медикам. В МВД Беларуси сообщили, что задержания у магазина были связаны с массовой дракой. Ну, конечно, люди пришли в магазин и решили, ну что в очереди скучно стоять, надо нам подраться. А тут как сразу из кустов выезжает автобус с ОМОНом и начинает всех винтить. Замечательно работают белорусские силовики. Значит, по версии милиции, люди из очереди, они не просто там дрались, они перегородили дорогу, повредили проезжающий мимо автомобиль. Чуть позже МВД также опубликовала аудиозвонка, в котором какая-то женщина жаловалась на митинг у себя под балконом. Под моим окном, под балконом, да, ну тут и люди собрались напротив, как бы, какой-то митинг или что. Внизу магазин подарунки, Машерова 18. Ну, конечно, никаких пруфов, доказательств. Зачем нужны доказательства, когда у тебя есть автобус с ОМОНом? Ну, а Лукашенко тем временем продолжает доказывать, что его рейтинг не может составлять 3%. Он заявил, что за него абсолютно точно выступает большинство, просто он не печатает эти социологические опросы. Самый скромный последний диктатор Европы. Большинство подавляющее, и мы знаем, какое это большинство. Мы просто не печатаем эти социологические опросы. Это вы, Саша, 3% уже написали на майках. Каждое утро Лукашенко приносит, значит, круассан, чашечку парного молочка, картофельный драник и результаты опросов. И там написано: у вас 99% поддержки, народ вас любит. Он такой, ну не могу я опубликовать, ну неудобно, я скромный человек, работать надо, у нас тут уборка урожая, Да, это я. Да, это Свет, мой зеркальце, скажи, да, всю правду расскажи. Мой ли рейтинг всех выше? Ну, такой вот оказался скромный Лукашенко, просто решил не публиковать социологические опросы. Бывают скромные люди. Скромность украшает даже последнего диктатора. Несправедливость действий властей, аресты, репрессии, задержания невиновных подтолкнули местных артистов, спортсменов, людей искусства, телеведущих высказаться о ситуации в стране. Те, кто работал на государственных каналах, сразу же лишились доступа к белорусскому телевидению. Их отстранили от эфиров. И тут стоит упомянуть, что в Беларуси нет частных каналов. Все каналы государственные. Например, ведущий СТВ Антон Мартыненко покинул работу после постов в Фейсбуке. В одном из постов он высказался в поддержку магазина, про который я вам рассказывал. Кроме того, он выражал слова поддержки людям, вышедшим на акции протеста «Живые цепочки» после ареста Виктора Бабарика. Сам он написал, что его не уволили, отстранили от работы ведущего. После этого он принял решение уволиться по собственному желанию. За поддержку опального магазина лишилась своей рубрики на канале ОНТ и белорусская гимнастка, многократный призер чемпионатов мира и Европы Мелитина Станюта. Она эмоционально отреагировала на задержание в очереди в магазин 24 июня, а 1 июля она узнала, что отснятый с ней выпуск не вышел в эфир. Представители канала заявили, что ее участие в рубрике приостановлено временно. Временно, видимо, должна подумать над своим поведением и не писать лишнего. И за подобные высказывания остались без работы под разными предлогами еще 2 ведущих ОНТ. Но в целом солидарность с протестующими, с задержанными, с несогласными с ситуацией в Беларуси выразили десятки местных знаменитостей. Отдельно стоит сказать и об акции «Культ протест». Актеры, музыканты, режиссеры, литераторы, журналисты записали видеообращение с требованием честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных. Получилось очень сильно, посмотрите. В моей стране происходит беспредел еще больше, чем за последние 26 лет. Избиение и похищение людей – вот реалии сегодняшней Беларуси. Мне 36 лет, но я до сих пор не видел честные выборы. Подбешивает, когда мы видим просто откровенное беззаконие. Мы очень любим Беларусь и хотим, чтобы она была сильнее и лучше. Мы за свободную и просвещенную Беларусь. Мы против страха, террора и произвола, которые видим вокруг. Сейчас у всех нас, как никогда раньше, есть шанс оставить эту эпоху позора позади. Мы присоединяемся к движению «Культ протест» и требуем освободить незаконно задержанных людей. Каждый может стать жертвой этого террора. Неважно, зависите вы от теперешней власти или нет. Остановите террор прямо сейчас. Дайте Беларуси честные выборы. Дайте Беларуси свободу.
Дайте белорусам возможность выбрать свое будущее. Я за честные выборы. Мне не безразлично то, что происходит в нашей стране. Я требую, чтобы освободили политических заключенных. Меня зовут Виктор Бой. Я актер. Свою солидарность начали высказывать и силовики, присылая в анонимные телеграм-каналы фотографии своих служебных удостоверений или формы с неприятными высказываниями в адрес Лукашенко. Скорее всего, именно это стало поводом для задержания администратора одного из крупнейших телеграм-каналов «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика. После его ареста флешмоб немножечко приутих, а самого Игоря сейчас они вешают там уголовные дела, и ситуация там очень хреновая. Есть риск, что ближайшие там несколько лет он может провести в тюрьме. Еще раз, это просто админ одного из крупнейших телеграм-каналов. О том, что сейчас происходит в Беларуси, я поговорил с Романом Протасевичем. Это админ крупнейшего телеграм-канала, там сеть телеграм-каналов, самые читаемые в Беларуси. Он не арестован. И не арестован он только потому, что он предварительно уехал из страны. Я правильно понимаю, что у тебя самый популярный телеграм-канал, что ты админ самого популярного в Беларуси, самого читаемого телеграм-канала? Да, более того, это даже не один канал, а целая сеть. У нас действительно на данный момент есть 3 канала. Это, соответственно, Нехта Лайв и Лухта. Вот, и, собственно, и первый канал, и второй, то есть и Нехта Лайф, это первый и второй канал в белорусском телеграме, соответственно. Я так понимаю, ты сейчас находишься за пределами Беларуси? Да, я уехал в конце ноября этого года. Расскажи, когда ты уехал и что стало причиной, почему ты уехал? Тут важно отметить то, что, в принципе, я много лет работал журналистом в различных негосударственных изданиях, что, естественно, наложило свой отпечаток. Уехал я, потому что один из моих близких друзей, который также, в общем-то, работал над проектом, он попытался уехать, соответственно, из Беларуси в Польшу, и на границе ему подкинули наркотики, и он до сих пор находится в изоляторе, ожидая суда. Вот, поэтому после его задержания появились проблемы с моей стороны, то есть появилась там и слежка и прочее. Я понял, что, в общем-то, надо валить, поэтому втихаря через Москву ночью все как надо. Сейчас в Беларуси арестовывают журналистов, блогеров, администраторов телеграм-каналов. Вот, к примеру, недавно арестовали админа одного из самых популярных каналов «Беларусь головного мозга». Насколько сейчас опасно в Беларуси освещать события, насколько опасно рассказывать, что происходит? На самом деле репрессии со стороны системы, они случаются в Беларуси вообще в принципе не впервые. То есть первый подобный случай, он был еще в 2011 и 2012 годах, когда действительно была очень популярна такая вещь, как революция через социальные сети. Тогда через несколько групп ВКонтакте координировались вот эти так называемые молчаливые протесты, то есть когда люди выходили на улицы, на площади, просто аплодировали, или у них звонили будильники в одно время, или вот была также аналогичная акция «Стоп бензин», когда были протесты против подорожания топлива, и все это вот, в общем-то, координировалось через группы ВКонтакте, и, собственно, тогда был, вот, наверное, первый прессинг, тогда, наверное, власти, в принципе, впервые поняли, что, на самом деле, социальные сети уже вышли на тот уровень, когда они создают проблемы для самих властей, разумеется. Вот, поэтому, в принципе, эта технология не впервые используется властями, когда применяется вот прессинг к представителям соцсетей, скажем. Почему белорусы все это терпят уже несколько десятков лет? Ну, то есть, почему Беларусь не идет по сценарию там армянскому, грузинскому, украинскому, там, киргизскому? Почему все вот эти вот издевательства, они народом так воспринимаются, они терпятся и не приводят ни к каким сдвигам? То, что происходит сейчас, почему у белорусов вот уже постепенно, и я могу сказать все-таки как человек, которому за день пишет стабильно более 1000 человек, то есть я вижу действительно очень такие разные настроения в обществе, но в целом их можно охарактеризовать действительно как очень жестко протестные, то есть вплоть даже до каких-то радикальных вещей. И в принципе сейчас, наверное, впервые с 90-х годов наблюдается настолько мощная политизация в обществе, когда действительно даже те люди, которые, казалось бы, там всю жизнь были вот просто «меня политика не касается», потому что, опять же, режим Лукашенко, он активно запугивал людей, что если вы полезете в политику, вы лишитесь даже того немногого, что у вас есть. Сейчас это уже перестает работать. То есть сейчас, и опять же, вот даже если посмотреть на тех людей, которые выходят на улицы,
и тех людей, которые там активно где-то выступают, что-то пишут, это люди, которые всегда были далеки от политики. Поэтому нельзя сказать, что белорусы вот прям будут терпеть это дальше. Нет, на самом деле абсолютно все аналитики сходятся сейчас во мнении, что такой политизации, таких протестных настроений в Беларуси, возможно, не было даже в 90-х. Во многих коллективах действительно точно так же зреют какие-то настроения. Опять же, вот, собственно, наш канал запустил такой прекрасный флешмоб «Нас 97». Суть заключалась в том, ну, точнее как, началось все с того, что нам просто один из спасателей прислал фотографию с размазанным лицом, где он держит в руках табличку «Нас 97». Почему 97? Потому что весь интернет кишит шутками про Сашу 3%. Да. Вот. И с этого все началось, и после этого, наверное, вот неделю нам не переставали приходить многочисленные снимки. То есть это были действующие милиционеры, это были и, опять же, и спасатели, и таможенники, и все, и даже, то есть, и спецназ, и даже сам ОМОН, люди из ОМОНа присылали фотографии там с погонами, с действующими удостоверениями и так далее, о том, что вот, дескать, мы тоже офицеры ОМОНа, но нам стыдно за то, что творят наши коллеги-изверги. Вот. И причем эта волна дошла до того, что нам даже присылали, опять же, причем неоднократно, вот, фотографии там, с формой, с погонами, там, с удостоверениями, даже из КГБ и из ОАС присылали. ОАС, для тех, кто не знает, это такая спецслужба в Беларуси, которая занимается чисто интернетом в основном. Вот. И присылали даже из СБП, это служба безопасности президента. То есть это, по сути, та служба, которая занимается охраной и обеспечением безопасности вот, ежедневных там, поездок и вообще, собственно, жизнедеятельности самого Лукашенко. То есть даже среди его телохранителей, да, понятно, что там, скорее всего, часть в отставке была, но тем не менее часть была и действующей. То есть если даже среди его телохранителей уже такие настроения, то, в принципе, можно догадаться, что вообще происходит в целом по стране. Объясни мне, пожалуйста, вот какую ситуацию, вот что я не могу понять. Я не знаю, помнишь ли ты, не помнишь, когда Алексей Навальный, наш главный оппозиционер, когда его по Киров-лесу посадили, вынесли обвинительный приговор, его отправили в колонию прямо из зала суда, народ вышел в центр Москвы, несколько десятков тысяч человек собралось около Государственной Думы на Манежке, на Тверской, там частично перекрыли движение, это был такой масштабный протест. Когда у нас не допустили людей на выборы в Мосгордуму, в Москве целый месяц происходили довольно массовые протесты, там несколько тысяч человек задержали, потом были уголовные дела, люди перекрывали улицы, то есть это был такой масштабный протест, который тоже повлиял как-то на ситуацию. Почему после того, как арестовали Тихановского, после того, как арестовали Бабарика, почему белорусы не вышли? Почему в Минске не было массовых протестов? Ну, во-первых, опять же, буду отвечать от последнего. После ареста Бабарика действительно в Минске 2 дня, или даже 3, если мне не изменяет память, и причем не только в Минске, но и по всей Беларуси начались абсолютно несистематизированные, абсолютно неорганизованные, абсолютно стихийные акции, вот эти вот живой цепью. И на самом деле такого не было многие-многие годы, вот, и мне кажется, это сам по себе яркий показатель. То есть в стране, где абсолютно отсутствуют любые политические свободы и право на выражение своей активной гражданской позиции, когда сотни и тысячи людей внезапно, без какого-либо сигнала, да, без организаторов, так как так или иначе все политики, которые могли бы призвать людей выходить на улицу, они уже сидели, это все произошло абсолютно стихийно. И более того, это произошло не только в Минске, где, опять же, я повторюсь, живая цепь достигла в пиковый момент длины в 3 километра. Мне кажется, это очень-очень солидная, очень-очень солидная цифра, очень солидное число. То есть, да, понятно, что реальное количество участников там было не 50 тысяч, и даже не 10, скорее всего, но тем не менее. Мне кажется, такие акции, они уже, в принципе, сами по себе свидетельствуют о том, что никто не боится, никто уже не хочет этого терпеть. У многих белорусов просто именно сейчас, именно вот в эти дни наступает осознание того, что, в принципе, эти законы, они работают только для оппонентов власти. Для самой власти эти законы не писаны, и власть может творить полный беспредел, то есть вот пачками там с одного района города выкидывать там по 50-70 тысяч подписей, условно говоря, и так далее.
Вот, поэтому эти люди, они только дозревают до уличной активности. То есть для них это вообще впервые. И для них действительно многие новости оказываются шоком. Помяркованность, она не переводится доподлинно на русский язык, и поэтому является таким культовым белорусским. Она является предметом иронии и насмешек даже в самой Беларуси много лет. Десятилетиями белорусы прятали за иронией, за шутками вот эту свою необходимость как-то сосуществовать с совком, с насилием, с беззаконием. И характерным примером этого является анекдот про национальный белорусский памятник, которым избрали неписающего мальчика. И когда все приезжающие спрашивают, почему мальчик не писает, белорусы отвечают, ну он терпит. Вот это да, это такая современная Беларусь, которую привык править Александр Лукашенко, и поэтому его правление было таким долгим. Но вообще очень много свидетельств того, что эта Беларусь перестает существовать, и появляется какая-то новая страна, которая как-то иначе воспринимает вот такой способ говорить с ней одними сплошными монологами, насилием и угрозами. Базовым сценарием в случае с белорусскими выборами является то, что выборов не будет. Их на самом деле никогда не было, голоса на самом деле никто никогда не считал, даже голоса за Лукашенко. И результат выборов, если это вот мероприятие состоится, он, конечно, предопределен. Лукашенко снимет всех остальных, их осталось только двое, и они оба в тюрьмах, ключевых оппонентов, и будет проводить выборы со спойлерами, на которые будут гнать бюджетников и пытаться там привычными способами там рисовать себе нужный процент. Конечно, изменения произойдут не через выборы. Выборы — это просто триггер для всплеска гражданской активности, и эта активность абсолютно точно, я в этом категорически убежден, никуда не исчезнет. Она может иметь другие формы, это может не походить на вот тот самый Майдан, который упоминает Лукашенко буквально в каждом своем выступлении, называя людей майданутами, угрожая расстрелами, призывая армию. В Беларуси даже переписали военную доктрину, обозначив главной угрозой внутреннюю угрозу в стране. То есть в устах Лукашенко уже звучат слова «антитеррористическая операция», которую он собирается проводить против собственного народа. Но это не будет Майданом. Это не будет, с моей точки зрения, каким-то агрессивным, с выстрелами противостоянием людей. Это будет растущим гражданским неповиновением. И это уже, на самом деле, начинает происходить, потому что монолит власти, который только частично был основан на насилии и на спецслужбах, он все-таки опирался еще на, там, не знаю, артистов и спортсменов, которые эту власть хвалили. И сейчас они все меньше ее хвалят, и все большее количество артистов и спортсменов говорят прямо про беспредел, который происходит, прямо критикуют Лукашенко. Это, конечно, стоит им карьер, стоит им отмены концертов и так далее. Но это происходит. И еще мне довольно часто приходится слышать какую-то иронию или, может быть, даже обвинение в трусости относительно вот этой войны белорусов мемами, шутками, с надоевшей властью, но я бы не недооценивал важность вот мемов, смыслов, фраз и так далее, потому что именно одним из этих мемов «Стоп, таракан» или там мемом «Таракан», позаимствованным из сказки Корнея Чуковского про таракана, который держал в страхе весь лес, пока лес не перестал бояться. Вот этим мемом, по сути, был разрушен или начал разрушаться страх, который десятилетиями, в общем-то, насаждался в белорусском обществе. То есть все больше людей понимает, что нужно просто перестать бояться, и этот таракан перестанет быть таким уж грозным и страшным. Или мем про 3%, который вот так зажег Александра Григорьевича, что он стал пытаться оправдываться и убеждать, что у него не 3%, а гораздо больше, хотя это он когда-то запретил социологию и сделал появление таких мемов возможным. Не дай бог, в результате мониторинга бы этот процент упал до 8-9% или до 3%, как сегодня имеет рейтинг второй после президента человек, все, президента бы не было. Еще интересный момент, я попытался связаться с белорусскими музыкантами и знаменитостями, взять у них интервью относительно того, что происходит, но все отказывались. То есть люди боятся, люди пока не готовы рисковать. Некоторые отказывались буквально за 5 минут там, до назначенного скайп-звонка, и это очень страшно. Терпят, потому что сколько уже, 25 лет воспитание, оно сказывается ведь. Природа человека, самовыживание, что ли. Поэтому и терпят. Ну как тут еще по-другому? Ладно, чтобы у нас были все такие горячие, скажем, там, как в каком-нибудь Грозном. Там, если там что-нибудь мамку бы приняли, они бы просто сожгли бы автозак. А у нас, ну как бы, остается терпеть, что ли, не знаю. Ну тебя сразу посадят. Получается,
если я не ошибаюсь, там сопротивление там, при задержании, это ж как бы 5 там или сколько могут впаять. Ну все заведомо обречено. Ну вот судя вот по этим вот последним новостям, что Цепкалу урезали, Тихановского посадили, Бабарику там тоже прижали. Но как бы говорит о том, что игра идет в одни ворота и по каким-то только ихним правилам. Это вот волна такого недовольства, естественно, порождает какую-то агрессию народа, и ну, это естественно. И думаю, что народ всплотится, потому что ну как по-другому. А он же на самом деле, мягко говоря, самодур. То есть он как скажет, так и будет. И там захочет, интернета не будет. И все. Ну это я уже с области фантастики несу, но как бы устроить Северную Корею это 5 сек. Там перекроить конституцию уже до такой степени, чтобы там династию устроить тоже в 5 сек. Ну а попробуй что-нибудь скажи, иди, говори. Я как бы все-таки верю, что у нас как бы наступят какие-то перемены в лучшую сторону. То есть еще там искра у меня там и там конец света в туннеле горит. Потому что на самом деле много людей сейчас сплотилось. Это, ну, это реальная идея восстать против вот этой всей несправедливости. Сейчас сплошные новости, такие ошеломляющие, посмотреть этот, как будто бы боевик какой-то глянул. Хотя вроде бы как перспектива печальная кажется, но все же люди до такой степени уже нахавались этим и настроены на самом деле на какое-то самопожертвование. Вот это, возможно, ну как-то поменяет ситуацию. Сам Лукашенко, видно, очень нервничает, он не понимает, как работать с интернетом, потому что если на улице людей он привык хватать, арестовывать, разгонять с помощью ОМОНа, то что делать в интернете? Все свои вот эти вот беды он пытается спихнуть и обвинить во всем, не знаю, там, Россию, Европу. Но ясно, что там за ними кукловоды эти стоят. Они и там, и с одной, и с другой стороны. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы. Конечно, все так прекрасно, но Лукашенко решили поднасрать. Люди же не могут сами против него выйти. Это наверняка чей-то хитрый заговор. То, что происходит в интернете, он называет интернетовские хитросплетения. Идет жуткое давление на людей сейчас, особенно в интернете. Вы же видите, что кругом фейки. Что интересно, он не первый раз высказывается уже и про телеграм-каналы. Он обвиняет телеграм-каналы, что там распространяют какую-то недостоверную информацию, еще что-то. Видно, что он нервничает, видно, что его это раздражает, видно, что он не понимает, что делать с интернетом. Как это так? Почему нельзя в телеграм прислать автобус с ОМОНом, чтобы они всех задержали? Да, ну приходится арестовывать и хватать пока админов каналов, которые еще не уехали из страны. Что будет дальше? Последние 2 недели Лукашенко, видимо, много размышлял о том, как ему вести себя с протестующими. 19 июня, когда начинались массовые акции, он заявил, что его специально толкают на силовое решение ситуации. То есть уже намеки. Как он сказал, если он поступит демократично, он потеряет страну, и его из-за этого проклянут. Не надо меня ставить перед выбором. Если я поведу себя демократично и покажу, что я беленький и пушистенький, у меня шанс потерять страну вообще, и я тогда буду проклят уже в течение года. 3 дня спустя на мероприятии по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны он заявил, что никому не позволит решать проблемы в стране силовым путем. И пообещал, что никогда не будет проводить силовых операций в политических целях. Я никому не позволю силовым образом решать проблемы, которые надо решать мирно, политическим путем, на основе наших законов. Так будет всегда. Но буквально в тот же день госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Андрей Равков заявил, что в случае цветной революции вооруженные силы будут принимать активное участие в восстановлении конституционного порядка на территории республики. Мы вынуждены были внести в военной доктрине то, что вооруженные силы имеют право в соответствии и с Конституцией, и с другими законами, обеспечивающими деятельность военной организации государства, принимать участие в восстановлении конституционного порядка на территории Республики Беларусь. На фоне всех этих событий в Беларуси началось обсуждение по поводу изменений Конституции. Что-то хорошо знакомое. Только инициировал их пока не Лукашенко, а штаб Виктора Бабарика, основного его конкурента. 19 июня он опубликовал обращение, которое было записано еще до задержания Бабарика, и он предложил провести общереспубликанский референдум и вернуть Конституцию 1994 года, старую. Я предлагаю провести общереспубликанский референдум по изменению Конституции Республики Беларусь и попробовать ее вернуть
взяв за образец Конституцию 1994 года. Чтобы вы понимали, по старой конституции Беларусь была не президентской, а парламентско-президентской республикой, причем большая часть власти находилась в руках именно парламента, а не президента. В 1996 году по результатам референдума конституцию переписали, перераспределив полномочия уже в пользу президента. Но многие юристы и политологи считают, что результаты референдума были тогда сфальсифицированы. По действующему закону простые граждане Беларуси могут инициировать проведение референдума, если соберут 450 тысяч подписей со всей страны. Единственная проблема в том, что эти подписи нужно будет предоставить на рассмотрение действующему президенту, то есть Лукашенко. То есть Лукашенко будет решать, проведем мы референдум, чтобы вернули старую конституцию и ограничили власть Лукашенко, или не проведем. Так что я крайне сомневаюсь, что даже если они соберут подписи, Лукашенко этот референдум позволит провести, но тем не менее Лукашенко уже включился в эту игру, и 26 июня он объявил, что референдум по поправкам в Конституцию — это замечательная идея, и он не против. Ну, конечно, возвращаться к версии 94 года, где у президента ограничена власть, это как-то совсем не круто. Он сказал, что это будет движение назад. Конституция — основной закон. Мы ее сделаем за 2 года. Несколько вариантов уже мне предложены, они не годятся. Если президента, если последнего диктатора лишить власти, страна вернется в страшные 90-е. Ни в коем случае нельзя это допустить. Так что Конституцию надо переписать по-новому, видимо, добавить еще больше власти Лукашенко, прописать туда какую-нибудь защиту животных, брак между мужчиной и женщиной и другие очень важные поправки, которые ни в коем случае не позволят Беларуси вернуться в 90-е. С завтрашнего дня, 5 июля, начинается этап регистрации кандидатов. И, как вы знаете, помимо технических кандидатов, подписи приняли в том числе у Виктора Бабарика и у Светланы Тихановской, жены Сергея Тихановского, который находится в тюрьме. То есть собранные подписи приняли у представителей кандидатов, которые арестованы, которые не могут вести кампанию. И это очень интересный момент, потому что Лукашенко пока допустил, то есть все еще может поменяться, но пока допускают оппозиционных кандидатов. На них оказывается давление, они находятся в тюрьме, они крайне ограничены возможности вести какую-то кампанию, еще что-то. Но я думаю, здесь он решил просто перенести возможные протесты на август, на уже послевыборное время. Да, ну здесь не стоит, конечно, расслабляться, не стоит как-то радоваться, что сейчас люди проголосуют за Бабарика, несмотря на то, что он в тюрьме, но все понимают. Тут не все так просто. Не забывайте, что у Лукашенко полностью подконтрольный ЦИК, полностью подконтрольны там все комиссии, я недаром выше об этом рассказал, и они могут нарисовать абсолютно любой результат. Можно сколько угодно там голосовать за Бабарика, ему могут нарисовать там 5% условно, и Лукашенко скажет: ребят, я самый, ну посмотрите, да, я допустил их, я несмотря ни на что, они зарегистрировались, вот ваш Тихановский там местный Навальный, вот ваш Бабарика там банкир, замечательно, они ничего не набрали. И, видимо, они на этой теме решили съехать и как-то охладить протесты. Посмотрим, что будет дальше. Я буду продолжать следить за обстановкой. Если вам интересна ситуация в Беларуси, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. Если вы сами живете в Беларуси, пишите, рассказывайте, что у вас происходит. Всем пока. Завтра увидимся в выпуске новостей, уже то, что касается России, потому что в России беспредела не меньше. До завтра.